Перевод стиха. Когда Господь Брахма назначил Дакшу главой всех Праджапати, прародителей живых существ во Вселенной, Дакша очень возгордился. Purport, although he was envious and was inimical toward Lord Shiva, Daksha was appointed the chief of all Prajapatis. That was the cause of his excessive pride. When a man becomes too proud of his material possessions, he can perform any disastrous act, and therefore Daksha acted out of false prestige. That's described in this chapter. Комментарий. Несмотря на то, что Дакша ненавидел Господа Шиву и завидовал ему, он был назначен главным Праджапати. Это послужило причиной того, что его гордыня непомерно возросла. Когда человек слишком гордится своими материальными достижениями, он способен на любой, самый безрассудный поступок. Дакша также руководился только соображениями ложного престижа. Обо всем этом будет рассказано в данной главе. So whatever position a person may be in the material world, there's always this tendency towards pride and enviousness. В каком бы положении ни находилось живое существо в этом материальном мире, в его сердце всегда будет присутствовать склонность к гордыне и к зависти другим. Daksha, after all, he was a very, very elevated person. He was a son of Brahma. He was associating personally with the demigods. He could even meet Lord Vishnu. Дальше сказать, был самый очень возвышенной личностью. Он был сыном Брамы, он был Праджапати, он был одним из полубогов и мог лично видеть Господа Вишну. But despite this elevated position, he was also prone to weaknesses such as pride and false ego. Но несмотря на то, что он занимал такое положение, у него была склонность проявлять гордыню и выявлять ложное эго. So that means that no matter what position a person may occupy in the material world, he still has to be very vigilant. Из этого следует, что какое бы положение ни занимало живое существо в этом материальном мире, ему всегда следует быть очень осторожным. So that also applies to devotees in the Krishna consciousness movement. И, конечно же, это относится и к преданным, участвующим в движении за сознание Кришны. Of course, from one point of view, if one is engaged in devotional service, then, well, that's considered to be transcendental activity. С одной стороны, однако, можно сказать, что если человек занят в преданном служении, то это уже трансцендентная деятельность. But that doesn't mean that devotees can't become affected by the workings of the modes of material nature. Но это, однако, не означает, что преданные не могут быть подвержены влиянию деятельности и гун материальной природы. In the third canto of the Srimad Bhagavatam, Lord Kapila Dev explains how devotees may be affected by different modes of material nature. Господь Капиладева в третьей песне Шримад Бхагаватам объясняет, каким образом преданные могут быть подвержены влиянию той или иной гуны материальной природы. So he analyzes what are the symptoms. И он анализирует признаки этого. One who is a devotee, he's talking about devotees also, not just talking about non-devotees, he's talking about devotees. Тот, кто преданный, он говорит о преданных, он не говорит о непреданных. So he says that a devotee influenced by the mode of ignorance, he becomes easily proud or angry or envious towards others, and he thinks that I'm the best devotee. I'm doing more service than anybody else. Преданный, который находится под воздействием гуны невежества, очень легко впадает в гордыню, проявляет ложное эго и гнев, зависть по отношению к другим. И в отношениях с преданными он себя считает самым лучшим. So this Kapil Dev said he has a separatist mentality. И Капиладева говорит, что такого не также названо сепаратистским.
But we can say that Daksha, he was affected by this kind of mentality. И можно сказать, что Дакша также был подвержен влиянию такого умонастроения. He must have been a devotee because he was acting under the direction of Lord Brahma. Конечно же, он был преданный, потому что он действовал по указаниям Господа Брамы. But he became affected by the mode of passion. Но гуна страсти воздействовала. And for this reason, he became very proud. И по этой причине он стал подвержен гордыне. So we do see that devotees get affected in this way. И мы также можем видеть, что преданные подвергаются таким влияниям. It's not uncommon among neophyte devotees. Это не что-то необычное среди преданных неофитов. So we have to guard against this kind of mentality. Нам следует принимать меры предосторожности против такого сорта мышления. Try to root it out from our consciousness. И пытаться искоренить его из своего сознания. Because it will not endear us to the other devotees. Потому что это не сделает нас дорогим для других преданных. And if we cannot please the devotees, then there's no question of pleasing Krishna. А если мы не удовлетворим преданным, то есть не станем им дорогими, то возникает и вопрос о том, чтобы удовлетворить и стать дорогим Кришне. We cannot bypass the devotees and go directly to Krishna. Мы не можем перепрыгнуть через преданных и пойти прямо к Кришне. So these kind of separatist tendencies, which are manifested due to the influence of the lower modes of nature, these are anarthas, impurities. И такие признаки сепаратистского мышления или сепаратистских наклонностей, которые проявляются в преданных, являются следствием анарх или нечистот в сердце преданных. So we should be aiming for anartha nivritti, that is freedom from impurities. Наша цель должна быть анарха нивритти, или же свобода от всех нечистот. So we have to understand then what are these kind of anarthas. И мы должны понять, каковы эти анархи. So also offenses to the name, offenses to the deities and the devotees, these are other kinds of anarthas. И также оскорбления, которые совершаются по отношению к святому имени, которые совершаются по отношению к божествам или преданным, они также оцениваются как анархи. All kinds of material desires are anarthas. Все виды материальных желаний являются анархами. Even if one desires to enjoy in a pious way according to Vedic injunctions. Даже если человек пытается наслаждаться благочестивым образом в согласии с указанием вед. Well, in that sense, Daksha, he had different kinds of material desires, and he was performing sacrifices with a view to satisfying those material desires. То есть можно сказать, что у Дакши были материальные желания, и он совершал жертвоприношения с целью удовлетворить их. So he was definitely he had some anarthas in the heart, no question about that. Поэтому без сомнения в его сердце были анархи. So the devotee, one who aspires to go back to Godhead, he should first of all endeavor to perform his devotional service in the mode of goodness. Прежде всего, преданный, который стремится вернуться домой к Богу, должен осуществлять свое преданное служение в гуне благости. So that means he should reduce those activities which cause passion as much as possible. Это означает, что ему следует снизить, уменьшить деятельность, которая вызывает прилив страсти, как можно больше. So to increase the influence of the mode of goodness, one has to keep very good regulated sadhana. А чтобы увеличить воздействие гуны благости, преданному следует очень тщательно соблюдать свою садхану. He has to also endeavor to control the tongue.
Ему также следует делать усилия, чтобы контролировать свой язык. We say that prayer every day. Sarirana Vijajal Jidendriya Tehekam Jivekule Visaya Sagare Tarma De Jivayati Lobamaya Sudramati. Among all the senses, the tongue is the most voracious and difficult to control. Каждый день мы произносим эту молитву, в которой говорится, что среди всех чувств язык самый трудно управляемый и обуздать его наиболее сложно. Katina means very difficult. It's difficult to control the tongue. Кадина самсаре. Кадина означает очень трудно контролировать язык. Krishna Boradoya Moy. Krishna is very merciful. Но Кришна Борадоя Мой, Кришна очень милостив. And he's Karib Bala Jiva Joy's Spa Prasadana Dilaba. He's given us this prasadam to help us control the tongue. И он дал нам этот прасад, чтобы помочь обуздать язык. Sayanamrita Pal, we should respect that prasadam, not just eat it like voracious, hungry tigers. И мы должны почитать этот прасад, а не поедать его, как хищные тигры поедают пищу. We should not overeat. This is detrimental. И также нам не следует переедать, потому что это также препятствие. If we overeat, then we'll get influenced by ignorance and passion. Если мы будем переедать, то мы будем подпадать влиянию гун, страсти и невежества. Of course, in the beginning, never mind. Better eat as much as you like prasadam. Конечно, в самом начале это не имеет такого значения, и поэтому следует принимать прасада столько много, сколько хочется. But if you want to progress in spiritual life, gradually you have to learn to discipline and regulate your eating and sleeping. Но если вы хотите прогрессировать в духовной жизни, то следует постепенно урегулировать свой сон и потребление пищи. Krishna is saying in Bhagavad Gita that a yogi is one who doesn't eat too much or eat too little or sleep too much or sleep too little. He's a regulated person. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что йог – это не тот, кто спит слишком много или слишком мало, или кто слишком много или слишком мало ест. Это та личность, которая ведет регулируемый образ жизни. In Nectar of Devotion, Rupa Goswami warns against the Bhogatyaga syndrome. В Nectar of Devotion, Rupa Goswami. В нектаре преданности Бхакти Самрита Син Рупа Госвами, он предостерегает нас от Бхогатьяга признака. So, Bhoga means that one tries to enjoy as much as possible the senses. Бога означает желание удовлетворять свои чувства, как только это возможно. And then Tyaga means that out of disgust then he wants to, become very renounced. И тяга означает, что из-за отвращения такой человек хочет стать очень отрешенным. So devotees also may get into that syndrome. Эти признаки могут проявляться также и в преданных. You see, wanting to eat a lot, prasadam, and sleep a lot. Кто-то может есть очень много прасада, потом очень много спать. And then suffering because of that, because our mind gets out of control. И страдать по этой причине, потому что его ум выходит из повиновения. Then try to become extremely renounced. Или наоборот стать чрезвычайно отрешенным. Hardly eating at all, hardly sleeping. Едва ли что-то очень мало есть, очень мало. But then after a while cannot maintain that either. И после какого-то времени это тоже становится трудно. Again eating a lot. И он снова ест много. So we have to try to become a little bit stable and balanced in our activities. Нам следует пытаться стабилизировать себя и стать регулируемым в своей деятельности. And in this way become more situated in mode of goodness. И таким образом переместиться более-менее в гуну благости. The symptom, Kapila Dev says that the symptom of the devotee
who is in the mode of goodness is that, you know, he's very concerned about his own spiritual progress, and he's always, you know, thinking how to regulate and improve his activities in such a way that he'll advance. Капиладев говорит, что признаком такого преданного, который пребывает в гуне благости, является то, что он очень озабочен своей духовной жизнью, и он пытается делать все, чтобы видеть, чтобы сделать, значит, насколько ощутим его духовный прогресс. So, of course, that's not pure devotion. Конечно, это еще не чистая преданность. He has his own interest at heart. У такого преданного есть свой интерес в сердце. But still, I mean, he's focused on spiritual advancement. This is his real interest. Но, тем не менее, он сосредоточен на духовном продвижении. Это его истинная заинтересованность. So in that sense, he's not a separatist. Поэтому в этом смысле его не можно назвать сепаратистом. He's not trying to use devotional service for some material benefit. Он не хочет использовать преданное служение для того, чтобы получить какие-то материальные блага. He just wants to use it for spiritual benefit. Он просто хочет пользоваться им, чтобы получить духовную пользу. So more he becomes situated like that in devotional service in the mode of goodness, from that point, then he can gradually attain to Suddha Sattva or pure devotion. И чем прочнее он утверждается в саттва-гуне, тем больше вероятности, тем скорее он придет к уровню, который называется шудха-саттва, то есть чистая преданность. So pure devotional service is devoid of any self-interest or or motivation for any kind of self-aggrandizement. Чистое преданное служение свободно от любых корыстолюбивых мотивов, от любого желания самовозвеличения. The devotee is only interested in satisfying Krishna. Такого преданного интересует только то, чтобы удовлетворять Кришну. No matter what happens, the devotee only thinks to please Krishna. Что бы ни случилось, такой преданный думает лишь о том, как удовлетворить Кришну. Just like the gopis, when they were asked to give dust from their feet to cure Krishna's headache, they immediately gave. Как в этом случае с гопи, у которых попросили дать пыль с их стоп, чтобы избавить Кришну от головной боли, они тотчас же сделали это. Other devotees, they didn't want to give because they thought we'll go to hell. Другие же преданные отказались, потому что они думали, что за это мы пойдем в ад. But the gopis said that we don't mind going to hell so long as Krishna's headache is cured. Но гопи думали, нам все равно, пусть мы пойдем в ад, но у Кришны перестанет болеть голова. So this is a pure devotion. Такова чистая преданность. Because they knew that by satisfying Krishna, automatically we'll be protected. Они знали в этом случае, что удовлетворив Кришну, они будут защищены со всех сторон. We can go anywhere, heaven, hell, anywhere. If we're engaged in devotional service, then we'll be in a transcendental position. Мы можем пойти в ад, мы можем пойти в рай. Куда бы мы ни пошли, если мы будем погружены в преданное служение, мы всегда будем сохранять трансцендентальное положение. Therefore, pure devotees don't aspire for liberation; they only aspire to be fully engaged in devotional service. Именно поэтому преданные не стремятся к освобождению. Одно их стремление — это быть постоянно занятым преданным служением. Because that is the topmost transcendental position. Потому что это наивысшее трансцендентальное состояние. So just like Bhактиведанта, we were reading the other day, how he was praying, it doesn't matter if I take birth again in this material world, as long as it's in the house of a devotee. Это, как мы читали вчера в молитве Бхактиведанта, позавчера, который говорил, для меня нет разницы, где, значит, сколько принимать рождений, сколько раз перерождаться, лишь бы это происходило в доме преданных. Why in the house of a devotee? Почему в доме преданных? Because it's only by the mercy of the devotees that one can get the mercy of Krishna. Потому что только по милости преданных
личность может получить милость Кришны. So the devotees are always thinking how to serve one another. И поэтому преданные всегда думают о том, как послужить один другому. Even in the spiritual world, the gopis, they're always in the mood of service to Radharani. Даже в духовном мире гопи постоянно погружены в настроение служения Шримати Радхарани. How to help Radharani enjoy with Krishna, come more close to Krishna. А как помочь Шримати Радхарани в ее наслаждениях с Кришной? Как сделать ее ближе к Кришне? And Radharani's mood is how to bring others closer to Krishna. А настроение Шримати Радхарани в том, чтобы как сделать так, чтобы приблизить других к Кришне. Prabhupada explained that sometimes Radharani will introduce other devotees to Krishna, and she'll tell Krishna that this is a very good devotee, this devotee is even better than me. Прабхупада объясняет, что Шримати Радхарани представляет преданных Кришне, и представляя их, она говорит ему: вот этот преданный, это очень хороший преданный, он такой хороший, что он даже лучше, чем я. So this is a spiritual mood, spiritual mentality. Такое настроение, умонастроение присутствует в истинной духовности. That one can see the good qualities in others and want to help them to attain the highest goal. Когда личность видит добрые качества в других и помогает им прийти к высшей цели. And himself is very humble. Но сам в это время оставаясь очень смиренным. Only aspiring to be servant of the servant of the servant. Желая лишь одного — быть слугой, слуги, слуги, слуги. Let others become glorified. Пускай другие будут прославляемы. Let them get Krishna's mercy. Пускай они получат милость Кришны. And I'll be satisfied just to be their servant. А я буду удовлетворен лишь просто оставаясь в положении их слуги. So this is the mentality of the pure devotee. Таково умонастроение чистого преданного. But Daksha, he didn't have this kind of mentality. Но это умонастроение отсутствовало у Дакши. He thought, let me push others aside, let me push Shiva aside. Он думал, нужно отстранить других, нужно убрать Шиву. But one cannot satisfy Krishna in that way. Но таким образом удовлетворить Кришну невозможно. Lord Shiva is Vaishnavanam Yatha Sambhu. He's the topmost Vaishnava. Господь Шива — это Вайшнава самого высокого уровня. So Lord Krishna, he is very affectionate towards such devotees. И Господь Шива очень благосклонен. Извиняюсь, Господь Кришна очень благосклонен к этим преданным. So if one tries to approach Krishna by jumping over the head of such devotees, he'll never succeed. И если кто-то пытается достичь Кришну, перепрыгнув через головы, фигурально выражаясь, таких преданных, то его никогда не видеть. In fact, Krishna will be displeased with that person. А на самом деле такой преданный будет вызовет недовольство Кришны. And Krishna will not show mercy to them. И милость Кришны не прольется на него. Or if they get mercy, but they'll get it in a different way. Или если и будет проявлена милость к таким преданным, она будет проявлена каким-то другим образом. Some heavy chastisement, or something will go wrong in their life. Или это будет сильное наказание, или что-то случится в жизни не очень хорошее. Just like Durvas Muni, как в случае с Дурвасой Муни, who he attacked her. He tried to kill Ambarish Maharaj by sending one demon. Он хотел убить, он хотел напасть на Амбариша Махараджа, послав демона. So Lord Vishnu sent his Sudarshan Chakra to kill that demon and also to chase Durvas Muni. Но Господь Вишну послал свой диск Сударшан, который убил этого демона и который также стал преследовать Дурвасу Муни. And he chased him all over the universe, and he couldn't escape even by going to Lord Vishnu himself. И Дурваса Муни не мог избежать этого преследования. Сударшана Чакра преследовал его по всей вселенной, и даже в обители Господа Вишну Дурваса Муни не мог найти спасения
The Lord told him at that time, he said, Sadavo hridayam mayam, sadanam hridayam tvaham, madanyate na janati, naham tegyo anagapi. Lord said that I am seated in the heart of my pure devotees, and my devotees are situated in my heart. I do not know anyone else but them, and they also do not know anyone else but me. И в это время Господь Вишну сказал этот стих, который значит, что мои преданные, что я пребываю в сердце моих преданных, и мои преданные пребывают во мне. И я пребываю в сердцах своих преданных, и мои преданные не знают ничего другого, кроме меня, и я не знаю ничего иного, кроме своих преданных. So the Lord was affirming that, He's especially interested in His devotees, and if somebody mistreats His devotees, they're going to suffer, and if somebody respects and serves His devotees, they'll be benefited. То есть, таким образом, Господь подчеркивает, что Его преданные очень дороги Ему, и что если кто-то враждебен к Его преданным, то такая личность будет наказана, и наоборот, тот, кто хочет служить и оказывать почтение к преданным Кришне, то он получит огромное благо из-за этого. So, therefore, he told Durvasa Muni, you go to Ambrish Maharaj, you ask for forgiveness, you rectify your relationship with him. И поэтому Господь посоветовал Дурвасе Муни отправиться к Амбарише Махараджу, попросить прощения, пытаться уладить все это дело и установить, то есть восстановить свои взаимоотношения с ним. So he followed that advice, and he went and he asked forgiveness, and of course Ambrish Maharaj immediately forgave him. Дурваса Муни последовал этому совету, он пошел к Дурвасу, к Амбарише Махараджу. Амбариша попросил у него извинения, и Амбариша Махарадж, конечно же, простил его. And then Durvasa Muni really appreciated the saintly character of Ambrish Maharaj, so he began to offer nice prayers in glorification of Ambrish Maharaj. И после этого Дурваса Муни оценил достойное качество характера Амбариша Махараджа, и он стал произносить молитвы, которые прославляли его. So this is a very good example, because if one criticizes a Vaishnava or blasphemes a Vaishnava, the remedy is with the same tongue that he criticized the Vaishnava, he should glorify the Vaishnava. То есть, если кто-то критикует или поносит преданных, то избавлением от этого является, что тем же самым языком он должен прославлять преданных. So by serving and glorifying the devotees, one himself becomes glorious. И служа и прославляя преданных, тот, кто делает это, сам становится славным. In material life, one tries to become important by pushing others down and pushing them aside. В материальном мире люди пытаются стать важными, сметая со своего пути или каким-то образом устраняя, унижая других. But the result will be that other people will criticize one, they will dislike one, and they also try to pull one down. Но итогом этого будет то, что другие люди будут критиковать таких, будут поносить их, и в свою очередь будут пытаться унизить их. Just like in politics, somebody, he makes a big noise and he gets a big position. Подобно тому, как в сфере политики кто-то говорит громкие слова, стремится к высоким постам. But then everyone tries to pull him down. Но в это же время многие пытаются умолить его положение. So he becomes the object of criticism and sarcasm. И такая личность становится объектом критики и сарказма. So he can hardly be enjoying in that position. He's always in anxiety. When will I lose my position? И, конечно, человек в таком положении всегда в беспокойстве. Он всегда боится, что он может потерять это положение. But
Devotional service, that's a completely different mentality. Devotees try to push each other up, to encourage each other in devotional service. Но в обществе преданных присутствует совсем иное умонастроение. Преданные пытаются возвысить друг друга, пытаются дать возможность другим проявиться. And they don't fight over position. They shouldn't fight over position. Они не борются за положение, им не следует, по крайней мере, бороться за это. If we're given a particular position as a service, then we take it in that mood. И если какое-то положение дается нам как наше служение, то мы должны принять его в таком умонастроении. But we don't advertise, I'm very qualified temple president, I'm a qualified Sankirtan leader. This is not the way of devotees. Но мы не должны рекламировать себя, говоря, вот какой я опытный храмовый президент или какой я опытный лидер Санкиртаны. Это так не работает. Vote for me as the Sankirtan leader. Пожалуйста, поклоняйтесь мне, я великий лидер Санкиртаны. Cast your vote for me. Пожалуйста, голосуйте на меня. We don't have this system. Эта система отсутствует у нас. We don't have elections for positions. У нас нет выборов на эти посты. You know, we accept position if high authority requests us to. Мы принимаем такое положение, если высшие авторитеты просят нас. And we shouldn't reject if authorities request us to do some service. Then we shouldn't reject. We should accept. Но также нам не следует и отвергать какой-то пост, если высшие авторитеты советуют нам принять его, мы должны делать это. Even if we feel not confident in ourselves, still we should depend on Krishna, that Krishna will help us, Krishna's devotees will help us. И даже если мы не вполне уверены в своих силах, то мы должны сделать это, полагаясь на то, что Кришна поможет нам, другие преданные помогут нам справиться с задачей. I've seen many devotees take on positions. They didn't feel at all confident, but somehow in a mood of service they took up that position and they actually executed very successfully. Я много раз видел, как преданные, которые не были уверены в начале в своих силах, принимали положение, которое предлагали им принять. И с течением времени они очень успешно выполняли возложенные на них обязанности, выполняли свою задачу. That's because they depended on Krishna. Это происходило потому, что они полагались на Кришну. They weren't thinking that everything depends just on my own power. Они не думали, что все зависит от моих собственных усилий. But they were thinking, I don't have any qualification, but Krishna is all merciful, and He can help me to accomplish this service. Они считали себя совершенно неквалифицированными, но в то же время они также полагались на Кришну, думая, что Он поможет им справиться с возложенным поручением. And they would be very respectful to other devotees and to senior devotees. И также они были очень почтительны к другим преданным, особенно к старшим преданным. So let's take up mercy, mercy of the Vaishnavas and mercy of Krishna, and they were able to execute their service very successfully. И таким образом они получали милость Кришны, получали милость других преданных, и поэтому и в своем преданном служении они были успешны. So this Daksha, he was a very diseased person, materially diseased person. То есть можно заключить, что Дакша, состояние Дакши было болезненное, в том смысле, что в его сердце присутствовала материальная болезнь. This offense against Shiva isn't the only time that he offended a great devotee. Этот случай с тем, что оскорбил Шиву, не единственный случай, когда Дакша оскорблял преданных. He also committed offense to Narada Muni. А также он оскорбил Нарада Муни. Narada Muni actually preached to Daksha's sons to become renounced. История такова, что Нарада Муни проповедовал сыновьям Дакши стать аскетами. So when they became renounced and went to the forest, Daksha produced more sons. И когда они отрешились от мира и ушли в лес, Дакша
родил еще сыновей. But again, Narad Muni preached to them. Но снова Нарада Муни проповедовал им. So Daksha became very angry. Это разгневало Дакшу. And he cursed Narad Muni that you cannot stay in any one place for longer than a few days. И он проклял Нараду Муни. И проклятие заключалось в том, что тот не мог оставаться на одном месте более чем несколько дней. So Narad Muni, he didn't mind that. He just took this Krishna's mercy. И это никак не огорчило Нараду Муни. Он принял это как проявление милости Кришны. The Prophet said that I have also been cursed by the parents of my disciples. Шрила Прабхупада также говорил, что родители его учеников прокляли его. So therefore I also cannot stay in one place. И поэтому я тоже не могу оставаться на одном месте. But I want to transfer this curse to my disciples, especially the sannyasis. Но я хочу передать это проклятие своим ученикам, особенно своим тем, которые саньясики. So he said, then I can, sit down and work more on the translation of the Bhagavatam. И таким образом я смогу больше оставаться на одном месте и быть там и больше работать над переводами. So that's why the sannyasis, they never stay long. Поэтому саньяси они никогда не остаются долго в одном месте. But to think of cursing devotees like Daksha did, this is a very abominable mentality. Конечно же, так проклинать преданных, как это делал Дакша, это является проявлением очень, так сказать, некачественного умонастроения. Anyhow, at least in this case, even though this was a very heavy incident for Daksha with Lord Shiva, and he was very severely smashed by Lord Shiva, but ultimately he got the mercy of Lord Shiva, and he apologized for his offenses. И в конце концов, после этого случая, после этой ссоры с Господом Шивой, Господь Шива наказал Дакшу, он наказал его очень сурово. И впоследствии Дакша исправился и получил милость Господа Шивы. And finally the sacrifice was performed and Lord Vishnu was satisfied. И жертвоприношение было совершено, и это удовлетворило Господа Вишну. So sometimes we get smashed, isn't it? Sometimes our false ego becomes big and we get smashed. Таким же образом мы можем видеть, что и мы бываем уничтожены. Наше ложное эго уничтожается. But we have to accept it as mercy of Krishna. И мы должны принимать это как проявление милости Кришны. We should realize that we're doing something wrong, so to rectify us, Krishna has smashed us in this way. И мы должны думать, что мы совершили что-то неправильное, и поэтому Кришна уничтожает нас, проявляя себя таким образом. So just let us correct our behavior, have the right mentality, and we will go on progressing. Нам следует думать, что мы должны исправить свое поведение, сделать правильным свое мышление и дальше продолжать путь преданного служения. Krishna and his devotees are always ready to forgive and forget. Кришна и его преданные всегда готовы простить и забыть. They do not maintain grudges against any person unnecessarily. Они не держат в своем сердце ничего против других без причины на это. They are always the well-wishers of others. Они являются всегда благожелатели. Они всегда благожелатели. Just like Prabhupada would sign his letters, "You're ever well-wisher." Как Прабхупада всегда подписывал свои письма, ваш вечный благожелатель. So that should be our mood, always to wish well to Krishna's devotees. Таким должно быть наше настроение. Мы всегда должны желать блага преданным Кришне. And not only the devotees, but be well-wishers of everyone. Но не только преданным Кришне, также следует пытаться стать доброжелателем каждого. Titikshava kurunikam
Suridam Sarvadehinam Ajata Satravasantam Sadava Sadabhushanaha. Kapila Dev says that the qualities of the devotee are that he is tolerant and merciful, and he is the friend and well-wisher of all living entities. Капила Дев говорит в этом стихе, что признаки преданного такие: он терпелив, он милосерден, он друг и благожелатель всех живых существ. He has no enemies. He is very peaceful, and he always abides by the shastras. У него нет врагов, он умиротворен, и он всегда поступает в согласии с шастрами. These are the ornaments of the devotee. Таковы украшения преданного. So Prabhupada, he said that Suridam Sarvadena means all embodied beings. He is a friend to all, even animals. Прабхупад говорит, что такой преданный, он друг всех живых существ, друг даже животных. He sees everyone as spirit soul, part and parcel of Krishna. Он видит, что каждый есть духовная душа, неотъемлемая частичка Кришны. So he tries to help everyone to make spiritual progress. И он пытается помочь каждому сделать духовное развитие. So in this way, the devotee, he is Karuna Sindhu, he is the ocean of mercy. Таким образом, преданный — это Каруна Синду, то есть океан. He is getting unlimited mercy from Krishna, and he wants to distribute that mercy to all of us. Он получает неограниченную милость от Кришны, и он пытается раздать эту милость другим. Okay, so thank you. Hare Krishna. Спасибо. Any questions? Вопросы? Пожалуйста, кого можно считать преданным? Who is a devotee? Somebody who regularly chants Hare Krishna and engages in devotional service is a devotee. Преданным можно считать того, кто регулярно повторяет Харе Кришна, занимается преданным служением. Мы знаем, что критическое отношение по отношению к преданным — это очень неблагоприятная вещь в духовной жизни. А насколько такое отношение, оно неблагоприятно по отношению к материалистам? Well, Prabhupada said he hate the sin and not the sinner. So, if we're going to criticize, but we should simply try to point out the wrong activities that people do rather than try abusing them personally. Прабхупад говорит, что следует ненавидеть грех, но не самого грешника. И когда мы пытаемся каким-то образом проповедовать таким вот людям, материалистам, то мы должны указывать на то, что неправильно в их деятельности, скорее, чем как-то оскорблять их лично. I don't know here in Russian politics what it's like. Probably it's the same, but I know in Australia, the politicians, they're supposed to be very, respectable leaders of a country, but they abuse each other personally. They call each other bad names, really unpleasant to hear. Я не знаю, как в ведении политических дебатов здесь, в России, но, по крайней мере, в Австралии политики, они, которые предполагаются, которым быть образцами для подражания, они, участвуя в дебатах, оскорбляют лично друг друга, обзывают друг друга такими словами, так, что это даже неприятно слышать. So this is not at all behavior which is befitting respectable people. Конечно, это
не то поведение, которое соответствовало бы почитаемым людям. Also, I think that in this country we have to be careful, especially at this time. И также я думаю, что особенно в этой стране и особенно в это время нужно быть осторожными. Pol Ма, he sent one message and he was advising the devotees not to, in lectures and publics, criticize the government or criticize the church like that. He said it's not a good idea. You just have to, point out defects in activities, like sinful activities that people are doing, but not to make some personal attacks or attacks on institutions like that. Мукунда Госвами прислал письмо, в котором он указывает, чтобы преданные, особенно здесь, они в своих лекциях или каких-то публичных выступлениях, они не допускали критики правительства или критики церкви. Им следует больше указывать на греховную деятельность, грехи, которые совершают люди, но не допускать личного оскорбления каких-то государственных органов власти или личности. В лекции говорили, что преданному необходимо избегать действий, которые погружают преданного в гуну страсти. Но я хотела бы уточнить, что это за действие и как отличить вообще страсть от энтузиазма. Well, passion means you become agitated. Страсть означает, что вы возбуждаетесь. You become in anxiety. Вы возбуждены. You may get angry with other devotees. Вы можете гневаться на других преданных. Or feel very frustrated. Или чувствовать себя угнетенным. And become depressed. Обескураженным. So that means very kind of unstable emotions. То есть такие выявления не сбалансированных эмоций, не стойких эмоций. Not peaceful. Нет умиротворения. But enthusiasm means that, a person is very clear in his consciousness. Но энтузиазм означает, что сознание человека очень чисто, peaceful, умиротворено. But inspired to work very hard for Krishna. Но такой человек очень воодушевлен работой для Кришны. So that is uplifting. Это подносит both for oneself and for others. Это возвышает и его, и возвышает других. Where passion, it disturbs oneself and it disturbs others. В то время как страсть, она беспокоит и самого человека, и беспокоит других. Говорится, что преданный неофит из-за недостатка веры в Кришну иногда думает о каких-то хороших вещах, о какой-то хорошей пище или о чем-то таком материальном. Но говорится, что тот, кто имеет полную веру в Кришну, о нем заботится уже сам Господь. Может ли такой преданный неофит искусственно отречься от этих вещей, при этом думая, что теперь будет о нем заботиться Кришна? Или это какой-то результат духовной реализации? Can think about good things, good stuff. But developed good things about Krishna. So if it's alright, then one just renounces his thinking about good things, and he depends on Krishna artificially in a sense, so that then he will depend on Krishna and think of Krishna. Sometimes in front of all good things, good, but developed
things of Krishna, depends on Krishna. So in case of a devotee, if it's alright with him, she just renounces this speaking about good things, and he just artificially thinks Krishna, artificially renounces this. Then with the view to develop proper attitude then on Krishna nature. Well, he should act under guidance of senior devotees. В любом случае следует действовать под руководством старшего преданного. I mean, from one point of view, we can say, well, that's all right because, even if he tries to stop thinking about nice prasadam, so he just think of Krishna. Well, he may do it for a, little time, and then again, he'll lapse back and he'll think about prasadam. But at least it's all within the sphere of Krishna consciousness. Конечно, это хорошо, если такой преданный может на какое-то время, он может отказаться, скажем, от таких мыслей о вкусном, хорошем просаде, еще что-то, но через какое-то время он опять соскользнет в то же самое умонастроение. So, I mean, it's good to try to practice to think of Krishna. Это, то есть, такой род практики искусственно, как бы заставляется думать о Кришне это хорошо. But we need guidance to be guidance, and we need to be guided and watched by the senior devotees. Но нам требуется руководство со стороны старшего преданного, и нужно, чтобы такой преданный следил за нами. Because sometimes, a neophyte, he tries to become too artificially renounced and show off to everybody else. Потому что иногда бывает так, что такой преданный неофит, он, пытаясь искусственно отречься от вещей, он просто делает это для показухи. And sometimes we've seen, like long back in Prabhupada's time, some group of devotees, they started a Gopi Bhava club. So they just wanted to read about Krishna and think about Krishna, and they were neglecting their service. Как какое-то время назад, во времена Прабхупады, группа преданных, она пыталась искусственным образом заставить себя думать о Кришне. Они образовали Гопи Бхава клуб, и они читали только о Кришне, думали о Кришне во взаимоотношениях с Гопи, но они пренебрегали своим служением. So they were thinking that we are very advanced, and this just work and service is just for neophytes. Они считали себя очень развитыми преданными, и они думали, что служение и работа это для преданных And Prabhupada got very angry with them. И это очень разгневало Шрилу Прабхупаду. He said, first, you understand you're not this body before you try to go to the topmost pastimes of Krishna. Он сказал, сначала осознайте то, что вы не это тело, а уже потом думайте о том, как возвыситься к этим возвышенным играм Кришны. Purify yourself by working for Krishna. Очистите себя служением Кришне, работой для Кришны. And once also one African devotee, he came to Mayapur and he was trying to chant, Hare Krishna mantra 24 hours a day. Был также другой случай с одним преданным из Африки, который приехал в Майяпур, и он пытался читать Харе Кришна мантру 24 часа в сутки. But after a few days he went away and he never came back. And he was trying not to eat and trying hardly eat, hardly sleep, but he left very quickly. Он пытался ничего не есть, то есть практически ничего не ел, очень мало спал, но вскоре он исчез, ушел, и никто его больше не видел. That's why we need a guidance. Поэтому нам нужно руководство. Because if you try to become too artificially renounced or too artificially to be absorbed in thoughts of Krishna, then your whole basis of Krishna consciousness may collapse. Потому что если вы чересчур искусственно будете пытаться думать о Кришне или пытаться отречься, стать отрешенным, то вся основа вашего сознания Кришны может рухнуть. So therefore we have to act within a framework, given to us by Prabhupada. Taking prasadam, worshipping the deities, associating with the devotees, working hard for Krishna to preach Krishna consciousness. Поэтому мы должны трудиться в рамках той системы, которую дал нам Шрила Прабхупад, то есть принимать прасад, посещать службу божеств,
общаться с другими преданными, служить вместе с ними Кришне. You know, work hard to distribute books and to convince people to be devotees. Делать усилия, чтобы распространять книги, убеждать других становиться преданными Кришне. But within that framework, you know, sometimes we'll try to think of Krishna, that's more, we try to think of Krishna more, that's all right. But just don't become impractical. Don't get your head in the clouds. То есть, занимаясь такой деятельностью, работая в такой системе, мы можем иногда думать о Кришне больше, то есть это будет увеличивать наши размышления о Кришне, но следует быть практичным и не позволять уму летать в облаках. В преданности говорится, что человек не должен принимать много учеников, чтобы не остаться в долгу за его действия, это относится к простому человеку, или это относится к духовному человеку. In Nectar of Devotion we say that one shouldn't accept too many disciples because otherwise he would be much indebted to those people or really overburdened with their deeds. So does it is it said about common name or spiritual message? Well, it's referring to spiritual masters, for sure. Понятно, что это относится к духовному учителю. Ordinary people aren't just accepting disciples. Обычные люди не принимают учеников. But, you know, the point is that if one is acting as spiritual master, he's accepting disciples, he has to have the proper mentality. Но смысл в том, что тот, кто принимает учеников, то есть тот, кто является духовным учителем, ему следует иметь правильное настроение. He shouldn't be accepting disciples in order to increase his own prestige or his own wealth. Ему не следует делать это, то есть принимать учеников для того, чтобы увеличить свой престиж или усилить богатство. There are many cool gurus, you know, these Brahminical gurus, Brahminical priests in India. They try to accept a lot of disciples, you know, with a view to increasing their fame or their wealth. Есть много священников из сословия браминов в Индии, которые пытаются принимать учеников, пытаются принимать много учеников, но их цель прославиться или укрепить, или увеличить свое богатство. Or some kind of political position to have a lot of followers. Или занять хорошее, или получить какое-то политическое положение, имея много последователей. Just like this, what is it, Om Srinyanko? He has a lot of followers, but then, you know, he wants to make some attack on the government. Это как эта секта Om Srinyanko. Было много последователей, но в конце концов это закончилось тем, что они пытались сделать нападение на правительство. Or attacking the public like that. Или даже каким-то образом нападать на простое население. So we shouldn't have, you know, some ulterior motive, material motive in accepting disciples. То есть духовный учитель, когда он принимает учеников, у него не должно быть какого-то другого желания, кроме духовного, никакого другого материального желания. So even in ISKCON, you know, we should be careful. Those who are spiritual masters, they should be also cautious that there's no subtle influences. Even grossly that may not be visible, but they should be careful also. No subtle influence of desire for, you know, name or fame or wealth and so forth. Даже в ISKCON учителям, духовным учителям следует заботиться о том, чтобы не было влияний таких материальных желаний. Конечно, в грубом, то есть на внешнем уровне
этого нету, но также следует печься и о том, чтобы не происходило тонких влияний, которые, то есть, могут побуждать человека делать это, то есть принимать учеников для славы или чего-то другого. We've seen few persons fall victim of that mentality that has undermined their Krishna consciousness. Мы можем видеть, что ряд личностей стали жертвами такого умонастроения, которое подрывало их знание Кришны. So, if one, in any position, I mean, whether spiritual master, whatever position, his motive should be just to serve Guru, to serve Krishna, and to spread Krishna consciousness. И в любом случае, либо это духовный учитель, либо просто преданный его лозунгам, его настроением должно быть служить Кришне, служить другим преданным и распространять сознание Кришны в мире. Those who are gurus in this ISKCON movement, they're only taking that position because it was order of Prabhupada. Те, кто стали духовными учителями в ИСККОНе, они сделали это лишь потому, что таково было приказание Шрилы Прабхупады. Otherwise, they don't have desire for having a lot of followers. Иначе у них нет желания иметь много последователей. It's only because it's our duty to increase the Sankirtan movement of Lord Chaitanya. Это происходит только потому, что это наш долг увеличивать, усиливать движение Санкиртана Господа Чайтаньи. So similarly, in due course, you also have to become spiritual masters. И подобным же образом, с течением времени, когда придет время, вам также надо будет стать духовными учителями. Prabhupada, he wanted all his followers to be gurus. Прабхупад хотел, чтобы все его последователи стали гуру. In one sense, you already are if you're preaching Krishna consciousness, but in due course you may also have to accept disciples. В каком-то смысле вы уже являетесь таковыми, потому что вы проповедуете, но в положенное время вам кому-то, возможно, придется и принимать учеников. So these guidelines, you know, they're given by Rupa Goswami and by the Acharyas because obviously for, you know, many generations of persons. So they're giving guidelines for disciples, they're giving guidelines for spiritual masters. Shastras give all these kind of instructions. И, конечно, эти указания, основные направления, которые Рупа Госвами дает в своих писаниях, они рассчитаны на много-много поколений. И, конечно же, они рассчитаны для всех уровней преданных, и для тех, которые станут духовными учителями, и для тех, которые будут просто преданными. Говорится, что причиной нашего материального существования является зависть к Кришне. Каким образом можно победить эту зависть, находясь в обусловленном состоянии, если даже в чистом состоянии, духовном виде С чего нам следует развивать отношения и настроение почитания, прославления других. Такое настроение, оно будет давать благо в первую очередь нам, чем если мы будем проявлять зависть, будем критиковать других. You can approach it from the point of view of, you know, what's my best self-interest. То есть мы можем посмотреть на это, как бы разбираться в этом, исходя из того, в чем для меня, в чем выгода для меня самого. So that's like coming to the mode of goodness, you know. How will I make spiritual advancement? То есть это то, что мы говорили, подняться к гуне благости. Как я могу духовно прогрессировать? So it will be better for me to serve and appreciate and glorify devotees than to envy them and criticize them. Для меня лучше оказывать почтение, оценивать, служить другим преданным, чем критиковать их. So in the beginning, even we have to force ourselves a little bit into that kind of mentality. Gradually, it'll become, you know, more natural for us to have that kind of mood.
И вначале, возможно, нам придется немного заставлять себя, чтобы такое настроение присутствовало у нас, но со временем это настроение будет само собой проявлено. Люди считают себя недостойными, а другие, наоборот, склонны гордиться этим. А какие из этих людей наиболее подходящие для назначения, это высокий пост? Sometimes when some people are appointed to some position, some of them become proud because of them, and some of them feel themselves not fit. So who of those two groups are proper candidates to accept the position? Humble person is better. Конечно, смиренный, он лучше. Его настроение лучше. Of course, if he's too much unconfident, then he won't be able to do it. Конечно, если он чересчур не уверен в своих силах, то это тоже не даст большой пользы.